Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня будет расклад в двух вариантах. Для мужчин и женщин, которые не понимают, чего от вас хочет ваш новый знакомый или знакомая, ваш текущий партнер. Вы вообще не понимаете, что между вами происходит, каков статус ваших отношений. И у нас будет два варианта. Первый вариант – колода Таро метапосланий, и второй вариант – универсальное Таро. Нажимайте в тайминге на тот вариант, который вам более симпатичен. Загадывайте своего человека и давайте начинать. Все, кто выбрал первый вариант, такую чудесную колоду моего авторства совместно с художником Глебом Свешниковым, давайте посмотрим, что же у вас происходит в ваших отношениях сейчас такого гипер важного, что вам нужно знать, чтобы вы наконец-таки разобрались, что же между вами на самом деле. Так, сначала посмотрим вопрос, кто у нас в поле, на повестке, да? Что у нас здесь за человек или человечица? Что это за персонаж? Какой-то раненый персонаж, смотрите-ка, сразу вышла у нас тройка мечей. Человек нерешительный, человек испуганный. Возможно, кто-то сейчас находится в сложной жизненной ситуации, не понимает вообще, что делать. И от этой растерянности и вообще от нежелания предпринимать какие-то усилия для изменения своей ситуации жизненной, человек закапывается еще больше и еще сильнее в своих текущих проблемах, в каких-то своих сложных мыслях, в каких-то своих переживаниях. То есть ощущение, что нет выхода. И каждое новое решение, каждое новое действие, каждая новая мысль приносит еще больше душевной боли и переживаний. Здесь человек настойчиво стремится всегда, в принципе, в любой жизненной ситуации, сохранять некоторую дистанцию от любых каких-то новшеств и перемен. Очень осторожно подходит к любым жизненным изменениям, очень внимательно оценивает любые предложения, которые ему внешняя среда дает. И вообще человек очень сильно держится за свою стабильность привычную. Вот к тому образу жизни человек привык, который у него был всегда. Очень страшно что-либо менять, потому что непонятно, если я возьму это новое, да, может быть, возьму вас, может быть, возьму отношения с вами. Что мне это даст? Не сделаю ли я себе еще хуже, чем было до этого? Теперь посмотрим вас. Кто же вы в данной истории сейчас? Что вы за человек? Что вы из себя представляете? Ну, вы тоже не отличаетесь, как говорится, чистотой и искренностью в данном случае. И вообще вы по жизни человек, который предпочитает хранить молчание. Как бы это странно ни звучало, в этом есть немножко плохого и немножко хорошего, но судя по этой семерке мечей, вы тот, кто сам себе на уме. Вы человек, который действует всегда сугубо в своих личных интересах. Вы предпочитаете, в общем-то, наверное, именно добиваться того, что вам нужно. Трепетно охраняете то, что у вас уже есть, но при этом не чураетесь ничего нового, что к вам приходит. Вы однозначно цените себя по достоинству. Если вы женщина, то вы, как правило, берете на себя бразды правления и принятия решения. Вам интересно быть главной, быть первой. И мужчину вы выбираете себе обычно под стать. То есть такого же человека решительного, в общем-то, как и вы, пробивного, но при этом такого человека, который может следовать за вашими представлениями. Да? То есть вы говорите что-то, он подхватывает и идет делать. Для вас предпочтительна именно такая модель отношения. Вам не чуждо креативное мышление, у вас могут появляться какие-то нестандартные идеи. Вообще вы на мир смотрите как на историю, которую нужно проживать, обладая некой хитростью, может быть, даже изворотливостью. Вы стараетесь всегда найти для себя какие-то обходные пути, какие-то лазейки. Может быть, опять же, как бы это обидно ни звучало, но это суть семерки мечей, что вы можете использовать других людей для достижения своих целей. То есть выбирать в себе какого-то надежного партнера или партнершу, с которым можно пройти какой-то определенный путь, добиться какой-то цели. И, может быть, если этот человек вписывается в вашу парадигму жизни, оставить его рядом с собой, а может быть, идти дальше уже самостоятельно. Если вы мужчина, вдруг вы мужчина, то, наверное, сейчас то, что я скажу, будет звучать несколько неприятно. Вот две карты у нас лежит. Семерка мечей и жрица. Это говорит о том, что для вас
любые отношения вне постоянных каких-то отношений, то есть какие-то любовные треугольники, адюльтеры, наверное, являются в каком-то смысле нормой. Нормой, потому что они дают вам возможность попробовать что-то новое, испытать какие-то определенные эмоции. Если же вы женщина, то здесь может скрываться такая история, что вы часто могли попадать в какие-то отношения, где мужчина, может быть, уже имел кого-то, или, может быть, вы находили себе еще какого-то мужчину, помимо того, который у вас уже был. И происходило это исключительно потому, что неважно, какой был случай, вы находились в любовном треугольнике как участник, или вы находились в любовном треугольнике как организатор. И в том и в другом случае здесь тоже были какие-то выгоды для себя. Вы искали в этих отношениях, в таких отношениях какие-то выгоды для себя. Почему-то вам это было нужно. Может быть, в каком-то смысле для обретения, знаете, такого вот ощущения своей востребованности. Может быть, для достижения каких-то более важных, серьезных вещей, которые касаются социальной самореализации. Вот какая-то здесь такая у меня вышла история. Ну и давайте теперь сделаем динамический расклад. Сразу выпадает у нас семерка пентаклей. Говорит эта карта сейчас о том, что вы находитесь действительно в очень сложной жизненной ситуации вместе с человеком, которого вы загадали. Выхода из этой ситуации объективного пока нет. То есть отношения куда-то двигаются, но двигаются они куда-то исключительно потому, что нет сейчас ни желания, ни возможности из них выйти. Как будто и вы, загаданный вами человек, приняли для себя решение пока оставаться вместе. Я не знаю, сохранять знакомство или сохранять брак, или сохранять отношения. Просто пока не закончится эта черная полоса, а потом дальше будет видно, что же там у нас на самом деле было. Так, раз, два, три, боже мой, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. Накидаем вот так вот и будем смотреть. Если чего-то не хватит, то я вытащу еще. Итак, что между вами сейчас? Текущий момент времени, что между вами? Вот видите, все-таки связь какая-то есть. Есть какие-то ожидания друг от друга. Есть какие-то мечты, есть какие-то все равно эмоции, какой-то эмоциональный контакт. Но глядя на этот туз кубков, мне хочется сказать, что, возможно, этот туз кубков является олицетворением того, что ваша встреча, ваше объединение или ваше знакомство было основано прежде всего на каких-то действительно эмоциональных потребностях, на ощущении того, что вот это та самая любовь, которую я всегда искала или искала. Что думает о вас загаданный вами человек? Ну, однозначно думает все хорошее, да, что только можно думать, говорит принц кубков. Человек думает о том, что вы увлечены вообще собой, вы увлечены своей жизнью, что вы очень романтичный, тонкочувствующий человек, что с вами приятно находиться, с вами приятно молчать, с вами приятно заниматься какими-то делами. В общем-то, вы не влезаете, не лезете в чужое жизненное пространство, сохраняете какую-то дистанцию, позволяете человеку быть рядом с вами, но при этом не мешаете ему тоже в том числе жить какую-то свою жизнь. А вот что этот человек думает о ваших отношениях, которые сейчас у вас есть? Вот я здесь вроде как хочу этих отношений, да, принц жезлов очень активно здесь настроен, это большой потенциал энергии, но этот колесничий в этой колеснице стоит, он еще не едет, он ждет сигнала, когда можно будет броситься во весь опор. И здесь человек ваши отношения рассматривает именно как перспективные, как отношения, в которых можно реализоваться, как отношения, в которых есть очень много интересных вещей, и как отношения, на которые у меня большие планы. Но должно произойти что-то, прежде чем я начну реализовывать все эти аспекты. То есть если мы говорим про мужчину, то мужчине точно очень интересно эти отношения развивать, но, вероятно, здесь должна произойти какая-то вот история, какой-то момент, который даст возможности этому мужчине действительно реализовать свои намерения. Если мы говорим про женщину, то женщина здесь сама по себе очень инициативная, как мы уже заметили немножко раньше, но в контексте того, как она воспринимает ваши отношения, конечно же, она ждет какого-то действия от вас. Она ждет, когда вы, наконец-таки, сделаете первый шаг и начнете что-то в этих отношениях предпринимать вот такого эксцентричного, яркого, горячего. То есть, может быть, покажете ей, что она действительно очень сильно вам нужна. Что нужно на самом деле человеку
которого вы здесь для себя загадали. На самом деле нужно, чтобы наконец-таки закончились какие-то жизненные перипетии. Может быть, чтобы у вас перестали возникать между вами какие-то вот ситуации такие конфликтные, тяжелые, или вообще ситуации, когда непонятно, что будет дальше. Здесь десятка мечей прежде всего акцентирует, опять же, момент на новых возможностях, которые можно получить от этих отношений, но вот через проживание каких-то очень острых, неприятных моментов. Наверное, сейчас человеку на самом деле не хочется ничего делать. И на это есть вполне себе объективные причины, потому что нет ни внутренних, ни внешних ресурсов, которые позволили бы загаданному вами лицу как-то повлиять на ваши отношения, изменить их, может быть, или сделать их ярче, или сделать их более стабильнее. Что-то здесь должно закончиться. Человек должен восстановить, прежде всего, наверное, себя, свое понимание и свои желания. И только после этого могут происходить какие-то перемены. Сейчас пока, к сожалению, в десятке мечей я бы сказала, что все-таки акцент здесь на том, что на самом деле сейчас мне ничего не нужно. Я прекрасно понимаю, что так, как есть, я не могу и не хочу, а так, как будет по-новому, я еще не знаю. И я не готов, и, может быть, я не готова. Что вам нужно в этих отношениях? Чего вы в этих отношениях ищете? Что вам нужно? Ну, видите, какая история. Если вы женщина, то вам точно нужно признание. Вам нужен какой-то статус. Да? Может быть, статус жены. Может быть, статус подруги, постоянной такой спутницы жизни. Может быть, статус женщины, которую любят, ценят. Может быть, вы нуждаетесь в том, чтобы мужчина дал вам почувствовать вашу собственную значимость в его жизни. Вы здесь нуждаетесь в каких-то знаках, именно вниманиях, каких-то знаках отличия, которые позволят вам действительно осознать, что вы в этих отношениях и в жизни этого человека что-то значите. Если же вы мужчина, а не женщина, то вам нужно, чтобы рядом с вами была женщина, которая четко понимает, чего она хочет, которая знает, чего она хочет. Вы не хотите целенаправленно играть главную скрипку в этих отношениях, куда-то их двигать. Для вас гиперважно, чтобы ваша партнерша, ваша женщина обладала каким-то интеллектом, уровнем собственного достоинства, чтобы это была такая женщина, которая могла бы вам сказать открыто, что ей нужно, зачем она с вами и так далее. И, безусловно, здесь для мужчин история про то, что я хочу, чтобы ты была моей женой в том числе. Вот. Что вам кажется нужным или необходимым, но на самом деле вам это не нужно. Что это такое? Вот у меня оракульная карточка, которую я называю яйцеклетку. Вы хотите чего-то нового, вы хотите какого-то вау-эффекта, вы хотите каких-то желаний, которые в рамках этих отношений, как-то, не знаю, что ли, раскрасят вашу жизнь яркими красками, но вам не нужно ничего нового. Ни в этих отношениях, ни в каких-то других. Сейчас это для вас не актуальная на самом деле потребность. То есть здесь история про новизну, история про возможность, наверное, увидеть какие-то перспективы. Она пока не настолько действительно может быть реализована и не настолько нужна вам, может быть, конкретно в этих отношениях. Опять же, вследствие каких-то ваших личных установок, а может быть, в том числе непонимания себя самого или себя самой. Почему так? Почему вышла эта оракульная карточка, которая нам говорит о том, что ничего нового мне не нужно? Потому что у нас есть очень конкретная тяга и потребность к устойчивым связям, к формированию полноценной семьи, к очень крепким таким фундаментальным традиционным отношениям, где люди вместе растут, развиваются, проходят какой-то определенный путь, где у людей есть какая-то совместная, не знаю, может быть, память, может быть, это совместные какие-то цели, стремления, вообще какой-то очень положительный семейный опыт. Возможно, речь идет о том, что на самом деле вы не хотите никаких ярких эмоций, никаких взрывов, вот этих фейерверков, вот этого вау-эффекта. Вы хотите обычной, простой, нормальной жизни, в которых вы просто будете чувствовать ежедневную, ежечасную, ежесекундную стабильность. Вот. Значит, если переходить к следующему вопросу, стоит ли вам о чем-либо говорить с этим человеком? Нужно ли что-то сейчас обсуждать? Необходимо ли это? И туз Пентаклей говорит, что, наверное, имеет смысл обсудить с этим человеком действительно какие-то возможности в ваших отношениях, которые
реально уже имеются, или, может быть, откроются перед вами, не знаю, с наступлением весны. Видите, здесь такая картинка. Это хоть и Пентакли, по сути, осень, если мы говорим о каноническом Таро, но, глядя на карту, первое, что приходит на ум, что это рассвет, вот прям весна, да, когда все начинает цвести, все начинает сиять, птички прилетают, водопады наконец-таки обрушивают на нас мощь своей воды. Поэтому я бы сказала, наверное, что имеет смысл обсудить именно вопрос вашего будущего, ваших перспектив. Вот мы встретились друг с другом. Зачем, для чего? Какие у нас были цели тогда и какие у нас есть цели сейчас? Что мы можем сделать? То есть как нам поступить, куда нам двигаться? Может быть, имеет смысл предложить этому человеку какой-то, ну не знаю, может быть, примирение, если у вас сейчас конфликт, судя по этой десятке мечей, что-то предложить, обсудить относительно будущего. Каковы перспективы ваших отношений вообще? Не знаю, в какой промежуток времени, загадайте для себя сами. Перспективы у нас такие, как говорит пятерка жезлов, интересные, но такие несколько тревожные. Я не знаю, кто из вас больше боится. Больше боитесь вы или больше боится ваш партнер? Кто из вас больше привык вообще к конфликтам? К такому поведению, когда надо во что бы то ни стало утвердить себя, доказать что-то, победить, я не знаю, добиться своего. Здесь какие-то, страхи, перспективы, пока эта история про столкнуться со своими собственными страхами, попробовать преодолеть эти страхи, преодолеть это напряжение, преодолеть какие-то негативные сценарии развития ваших отношений. Потому что либо вы оба, либо кто-то один из вас чрезвычайно сильно боится, что что-то пойдет не так. И в последний момент эти отношения как-то, не знаю, разрушатся, развалятся, как-то будут выглядеть не так, как вы хотели бы. Вот. Расставание или соединение на самом деле. Расставание или соединение. У нас выходит глубокомысленный отшельник, да, такой эдакий луноход на Луне, который был создан с одной единственной целью – изучить это небесное тело, собрать всю необходимую информацию и отправить эту информацию разработчикам этого лунохода для того, чтобы они могли исследовать, что же из себя представляет Луна. Такая вот аллегория, акцент на бессознательных каких-то моментах, на наших ожиданиях, на наших представлениях, и в том числе, конечно же, на дистанции. Я не вижу в этом отшельнике никакого расставания. Я вижу в этом отшельнике прежде всего элемент взросления, я вижу в этом отшельнике прежде всего элемент некоторой дистанции и все-таки большой привязанности друг к другу, где два человека помнят друг о друге. Возможно, речь идет о том, что кто-то из вас находится на некоем расстоянии, и сейчас нет возможности действительно что-то поменять. Это расстояние может быть буквальным, физическим, выраженным, там, не знаю, в километрах, а может быть в сотнях, в тысячах километров. Если говорить о метафизическом расстоянии, то это внутренняя такой какой-то вот небольшая дистанция, которая действительно может кем-то из вас ощущаться как угроза расставания. Но это ни в коем случае не расставание. Это попытка что-то урегулировать внутри себя. Вот один из вас должен ждать терпеливо, пока другой человек созреет, что-то сделает гиперважное для себя и вернется в родную обитель. Поэтому я не вижу здесь никакого расставания, я вижу здесь, напротив, осознание ценности друг друга. Я вижу здесь формирование какой-то глубинной мудрости человеческой и, безусловно, возможность создания таких отношений, что даже если вы будете на расстоянии когда-то по какой-то причине, вы все равно всегда будете находиться в контакте друг с другом. Вот такая у меня получается история. На дне колоды у меня король мечей. Это, наверное, попытка справиться прежде всего со своей пассивностью. То есть, если мы говорим про мужчину, мужчина точно борется с собой. Мужчина как-то даже чрезмерно борется с собой. Я бы даже сказала, совершает какие-то катастрофические последствия для самого себя, потому что пытается уничтожить свою внутреннюю феминность. Да? Вот какой-то элемент здесь есть самобичевания. Может быть, самобичевание именно от того, что вот я не могу справиться с этой ситуацией. Вот что-то как-то вот пошло не так, и я пытаюсь теперь найти какой-то к ней подход. Потому что что-то сломалось, какие-то тут глубокие переживания есть. Но учитывая короля мечей и пятерку кубков, я рискну предположить, что для некоторых людей история в первом варианте будет касаться тех отношений, где женщина каким-то образом обидела или оскорбила мужчину, намеренно или случайно, неважно. Но здесь, по мнению этого мужчины, произошел какой-то коллапс, какая-то катастрофа. Жизнь разрушилась. И как жить дальше, я не знаю.
Может быть, это опыт человека, который пережил какую-то трагедию в отношениях прошлых. И сейчас пока еще в рамках этих отношений происходит какая-то рефлексия, какая-то попытка справиться с собой. И поэтому человек, естественно, не может прийти и в рамках вот этой карты десятки мечей дать вам то, что вы хотите. Потому что не прошло еще время. Нужно дать какое-то время. Нужно дать понять человеку, что вы рассматриваете этого персонажа в качестве своего спутника жизни. В равной степени это касается в том числе и женщин. Да? То есть если мы говорим про женщин, то у нас Луна здесь является как аллегорией такой вот мужской хитрости и какой-то продуманности, вот так скажу. И здесь женщина оказалась, может быть, заложником в руках мужчины, абсолютно ему доверилась, абсолютно ему отдалась. И тоже прожила какой-то ужасный негативный опыт и еще долгое время находилась в состоянии одурманенного сознания, когда человек говорил одно, а делал совершенно другое. И в этом случае, конечно же, эта десятка мечей тоже будет говорить о том, что вам придется подождать. Ну и колода начинается с императрицы, и здесь же у нас идет жрица. То есть здесь история, во-первых, для женщин про смену статуса, про рассвет собственного «я», и в том числе про обретение хорошей полноценной семьи. Для мужчины это та же самая история. Встретить женщину, которая станет для вас всем, которая даст вам и заботу, и уют, и одновременно с этим откроет перед вами какой-то колоссальный портал для любых, не знаю, общечеловеческих знаний или каких-то конкретных. Вот такая история, ребята. Так что я вам всем желаю счастья и удачи в любви, потому что удача в любви всегда пригодится. Возвращайтесь к нам снова, приходите к нам учиться. С вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимия. Пока-пока и до новых встреч. Все, кто выбрал вариант номер 2. Всем привет. Пока я вам записываю второй вариант, я вижу, как мой дрожайший супруг смотрит на меня пристальным взглядом. И я не понимаю, он смотрит на меня или сквозь меня. Так, ну что, у меня выпадает здесь очень много карт, здесь какая-то классная история разворачивается, достаточно глубоко. Давайте смотреть. Итак, кто у нас в поле? Загаданный вами человек. Кто этот человек? Ой, это какой-то хороший человек или хорошая человечица. Посмотрите, какая чудесная шестерочка кубков. Это очень теплый, дружелюбный, очень контактный человек, приятный, прекрасный. С человеком этим вы знакомы давно. Ну, я не знаю, может быть, вы росли в одном месте, может быть, вы давно знакомы. Человек импульсивный. Да? Башня вышла как аллегория характера. Это история про то, что я очень импульсивный, горячий или горячая. Человек не то чтобы взрывного характера. Здесь прежде всего импульсивность в контексте каких-то тревожных событий внешних. Возможно, человек подвержен каким-то тревожным состояниям, паническим атакам, каким-то диким переживаниям о том, что все сломается, все разрушится, что-то еще. В том числе у этого человека однозначно есть опыт какой-то перемены в своей жизни, реконструкции себя самого, себя самой, своей жизни. Какие-то мощные катаклизмы, которые у этого человека в свое время все забрали, чего этот человек, чем владел или владела. Однозначно энтузиаст, инициативный персонаж, тот, кто, ну, как-то вот живет, знаете, как поет, как танцует. Вот как серферы выходят кататься на своих досках, они полностью окунаются в процесс, они полностью отдаются этому занятию. Вот здесь такая же история. Человек, который абсолютно отдается чему-то. Очень увлекающаяся натура, очень необычный какой-то, нестандартный. Точно человек, который познал жизнь с разных сторон и знает, как бывает плохо, и очень хорошо знает, как бывает хорошо, и знает, что за плохо всегда следует хорошо, и все будет всегда чудесно. А на дне колоды еще и двойка кубков. То есть это тот, кто умеет находить подход к любому человеку, тот, кто умеет договариваться, тот, кто всегда искренен в своем общении, в своих контактах, в своих диалогах и так далее. Так, а вы? А что же из себя представляете вы? Давайте посмотрим еще и вас. Мы постоянно смотрим про всех, но не смотрим про себя. Интеллекта у вас в окон и маленькая тележка, как говорится. Во-первых, вы человек, который любит власть. Вы властный, вы красивый, вы красивая, вы обладаете ярко выраженной харизмой, вы можете покорять людей, подчинять их себе. Но при всем при этом
Вы боитесь. И очень четко знаете все свои больные места, знаете все свои страхи. Вы боитесь быть зависимым от кого-то или от чего-то. Для вас гиперважно сохранять свободу. Свободу передвижения, свободу принятия решений, свободу жить, как вам нужно и так далее. Возможно, многие из вас очень тяжело переносят какие-то ограничивающие условия. Может быть, это работа по графику там, с 8 до 5 или с 9 до 6. Может быть, это какие-то обязательства, которые вы даете кому-то. То есть любая какая-то вещь, где вы что-то должны, это для вас как дамоклов меч в буквальном смысле, такая тавтология. То есть для вас априори важно быть всегда свободным. Ни от кого не зависеть, ни от чего, ни от каких слов, ни от каких данностей. Вы инициативный человек, вы хорошо разбираетесь, возможно, кстати, в человеческой психике, в человеческих пороках в том числе. Может быть, вы хорошо знаете, как выглядят люди, у которых есть какие-то депривации, то есть отклонения от норм поведения. Может быть, вы знаете, как с этим работать, что с этим делать. Может быть, вы занимаетесь лечением каких-то этих вещей. Вы человек, который всегда стремится использовать и применять свой опыт в чем-то. Вы всегда учитесь чему-то, причем учитесь каким-то практическим навыкам, которые помогают вам в вашей жизни, опять же, созидать что-то. И, возможно, у некоторых из вас во втором варианте имеется какая-то проблема финансового характера. И проблема эта актуализируется для меня следующим образом. У вас есть все возможности зарабатывать деньги, но есть много каких-то ненужных убеждений и страхов, что у вас не получится. И из-за этого, вот как только у вас созревает в голове какая-то идея или появляется какая-то возможность реализовать себя, вы от этих страхов или благодаря этим страхам отказываетесь от того, что вам нужно делать. Уходите на второй план и говорите: ой, нет, у меня все равно не получится, не буду я ничего делать. На дне колоды 8 жезлов, карта, которая говорит о том, что вам нужно, чтобы жизнь била ключом. Постоянно нужно куда-то бежать, постоянно нужно что-то делать, постоянно нужно работать, постоянно нужно много ездить, может быть, прям конкретно ездить, путешествовать, может быть, просто что-то менять перед глазами, ездить куда-то гулять, где-то какие-то новые маршруты рассматривать. То есть много очень энергии, нужно ее куда-то расходовать. Вот такой вы человек. Ну и, собственно, сейчас выложим основной расклад и будем смотреть, что же у нас там. Ой-ой. Что же у нас там получится? Так, выпала одна карточка, пусть лежит. Это будет какое-то послание неожиданно. Так, раз, два. Итак, откроем послание. Вот оно выпало, первое послание. Что это такое у нас? Туз Пентаклей. Смотрите-ка, в первом варианте у нас выходил туз Пентаклей просто в раскладе. А здесь выпал как послание. Туз Пентаклей говорит о том, что вы схватили птицу удачи прямо-таки за хвост. И прямо сейчас держите ее в своих руках. Может быть, именно этот человек ваш счастливый случай. А может быть, вообще, в принципе, все, что связано с этим человеком, все, что связано с темой отношений, вот с теми мыслями, которые есть у вас в вашей голове, это как раз и есть тот счастливый случай, которым сейчас нужно воспользоваться. В общем, что-то вам нужно держать в руках и распорядиться этим как можно правильнее. Ну и начинаем, собственно, с вопроса, что сейчас происходит между вами. Откроем эту карту. Королева жезлов. Ну что между вами происходит? Какая-то происходит здесь активность. Активность, которая касается таких очень страстных отношений, в хорошем смысле этого слова. Это какие-то отношения, в которых женщина чувствует, может быть, верховенство власти. Может быть, если вы мужчина, вы видите свою женщину как очень горячую, энергичную, такую вот прям стильную штучку, я бы сказала, которая очень самодостаточна, очень такая, знаете, местами, может быть, капризно, своенравна. Женщина, которая понимает суть вещей, женщина, которая никогда не будет говорить с позиции «я преклоню перед тобой колени». То есть женщина, которая может подавать себя в обществе так, что ее заметно и видно всегда. Такое ощущение, что это какие-то новые отношения, которые находятся либо в активной фазе сейчас, либо целиком и полностью эти отношения развивались
или вообще состоялись именно по образу и подобию того, как это хотела женщина, как она это себе представляла, как она в своей голове навизуализировала себе там интересных моментов. У нас, кстати, выйдет скоро на канале интересное видео про воображение, обязательно посмотрите. И вот здесь эта история про то, что сейчас у вас очень горячие отношения, хорошие, такие яркие, динамичные, в них приятно, комфортно и никогда не бывает скучно, всегда есть чем заняться. Что ваш партнер или ваша партнерша загаданная думает про вас? 9 пентаклей. Смотрите, опять у нас женщина, да? То есть что мы можем сказать? Если вы мужчина, то точно женщина видит вас, человека чрезвычайно достойного себя самой. Если же вы женщина, то ваш мужчина видит вас как ту, которую не грешно, как говорится, и показать. Потому что есть что показать, есть что послушать. Он видит вас, неважно, опять же, от гендерной принадлежности, кто вас видит как человека, очень уравновешенного, в хорошем смысле приземленного. Человека, который стильно одевается, человека, который любит красивые вещи, человек, который знает, как себя подать, опять же, в обществе, человека, который заморочен всегда на себе. 9 пентаклей отличается от пажа кубков в контексте самопрезентации тем, что если паж кубков хочет нравиться, вот заметьте меня, полюбите меня, 9 пентаклей ей пофиг. Нравится тебе, не нравится тебе, я себе нравлюсь, и этого вполне достаточно. Вот о чем говорит данная карта, что ваш загаданный человек видит вас как того или как ту, кто априори нравится сам себе. Мне не нужно изгаляться для того, чтобы вызвать внимание со стороны к своей персоне, потому что неважно, есть у меня внимание или нет, я классный человек. То есть у вас с самооценкой, судя по всему, все в порядке. В всяком случае, так ощущает тот, кто на вас смотрит. Ну и потом вами нравится любоваться, давайте скажем так. Вот. Так, следующий вопрос. Что загаданная вами персона думает о ваших отношениях в настоящий момент времени? 5 жезлов. Господи, посмотрите тогда уж и первый вариант, если и здесь вышла 5 жезлов. Что-то в ваших отношениях требует каких-то вот решительных действий. И сейчас ваши отношения требуют, во-первых, какого-то взаимодействия, безусловно, друг с другом, для того, чтобы можно было справиться с какой-то задачей. Может быть, ваши отношения здесь, эта история пока притирок. Притирок характеров, притирок точек зрения, не знаю, обсуждение каких-то планов на будущее. Потому что 5 жезлов – это не всегда конфликты. Иногда, а может быть даже всегда, 5 жезлов – это убеждение. Убеди кого-то, чтобы он сделал то, что ты хочешь. Или перебори себя, побори свои страхи и сделай то, что ты хочешь. Но, тем не менее, какая-то, в общем, здесь идет такая вот горячая, опять же, коммуникация, обсуждение каких-то вещей, которые один человек хочет, а второй вроде как пока, может, не знает, хочу я или нет, или знает, что я не хочу, а ты вот мне расскажи, а может быть, я заинтересуюсь. Какие-то здесь такие вот в некотором в некотором смысле, может быть, споры действительно у кого-то, а в некотором смысле просто какой-то вот такой, может быть, даже где-то страх, ревность, чувство собственничества, желание там изничтожить всех потенциальных конкурентов и конкуренток. Вот. Что нужно на самом деле человеку, которого вы загадали? Что ему необходимо? Вот смотрите, любовь. Если это женщина, женщина должна быть женой, я хочу быть женой. Если вы загадали мужчину, то я хочу, чтобы ты была моей женой. Я хочу, чтобы ты меня любила, я хочу, чтобы ты обо мне заботилась, я хочу, чтобы ты чувствовала себя комфортно рядом со мной, и вот чтобы прям, я не знаю, я все тебе дам и все для тебя сделаю. Женщина, в свою очередь, вот в отношении мужчины думает точно так же. Я хочу отдать тебе все приятное, все чудесное, что есть внутри меня. И я хочу создать какую-то нашу маленькую империю, где я вот буду чувствовать себя в буквальном смысле такой императрицы. А что нужно вам? Как вы думаете, что нужно вам? Чего вы хотите в этих отношениях? Видите, у нас тоже синхрония. А видите, вы тоже хотите любви, а тоже хотите семьи. Хорошей, теплой, приятной семейной жизни. Такой дом, в котором будут люди. Такой дом, в котором будет все красиво. Много цветов, не знаю. Какое-то солнце постоянно. Вы хотите покоя, умиротворения и счастья. Что вам кажется нужным,
Но на самом деле вам это не нужно. В рамках этих отношений. Что вам кажется нужным, на самом деле вам это не нужно. Я не знаю, может быть, здесь кому-то нужен ребенок, судя по шуту, но на самом деле не нужен. А может быть, кому-то здесь нужна какая-то перезагрузка. А вот давай вообще по-другому сделаем. Вообще, давай переедем, может быть, куда-то. Давай вот начнем что-то делать иначе. Может быть, кто-то здесь из вас стремится как-то самореализоваться в карьере прежде всего. Или заняться какими-то делами, которые касаются исключительно вас. Может быть, кому-то из вас нужно больше свободы. И отсутствие, кстати, каких-то ограничений, ответственности. Может быть, именно поэтому 5 жезлов здесь это такой противовес, который сдерживает ваше стремление к свободе. Почему вам эта свобода на самом деле не нужна? Почему на самом деле вам не нужна какая-то новизна? Почему все-таки здесь для вас перевешивает стабильность, и для вашего партнера перевешивает тоже стабильность? Что здесь такое? Почему? Ну, потому что у вас сейчас в этих отношениях или вообще, в принципе, в жизни и так все хорошо, и так достаточно свободы. Вы делаете то, что вы хотите, вы живете, как вы хотите, вы находитесь под защитой, вас любят, вас ценят. Неважно, вы мужчина или женщина, у вас все прекрасно. Вы имеете либо такие отношения, либо такого человека, с которым у вас действительно складывается такой контакт, в котором вы чувствуете себя превосходно. Поэтому зачем какая-то нужна лишняя свобода, зачем нужно куда-то бежать сейчас, что-то делать по-новому, куда-то ехать, если вы внимательно можете посмотреть и увидеть, что на самом деле так все хорошо. Солнце карта, ну, может быть, немножко, а может быть, множко. Такая, знаете, по-детски эгоистичная. Вот когда ребенок, первый ребенок растет один долго, да, там до 6, до 7 лет, ему очень тяжело, как правило, принять нового члена семьи, там, брата или сестру. Даже если сразу сначала он там счастлив, там кто-то будет, то когда появляется маленький ребенок, возникают неизбежные конфликты, связанные с соперничеством. Да? И вот здесь история именно такая детская. Я один, я хочу быть один. То есть если речь идет действительно о каких-то детях или о каких-то изменениях, о каких-то переменах, ничего этого вам не нужно. Потому что вам комфортно так, как есть сейчас. И, наверное, имеет смысл все это сохранять, потому что с точки зрения вас и вашего партнера у вас идентичные желания. Так, и у нас остается 3 вопроса. Стоит ли вам о чем-то поговорить с этим человеком? Стоит ли о чем-то говорить? Маг, да? О чем можно говорить? Говорит маг. Это, знаете, такой мем есть. Зачем говорить, если все и так понятно, и зачем говорить, если все и так непонятно. То есть маг говорит, не имеет смысла, наверное, ничего обсуждать, потому что у вас есть все ресурсы для того, чтобы вы эти отношения создавали такими, какими вы хотите их видеть, и у вашего партнера есть такие же ресурсы, с помощью которых вы можете создать действительно что-то принципиальное, очень интересное. Но здесь маг прежде всего акцентирует историю, опять же, исключительно на вашей личности, раз уж вы смотрите этот расклад. Наверное, не имеет смысла говорить что-либо, потому что в конечном итоге эти отношения развиваются ровно так, как вы хотите сами. То есть, если вы женщина, то здесь вы правите бал. Если вы мужчина, то в этих отношениях все равно правит бал женщина. Либо вы можете в рамках этого мага двигаться ровно так, как она это видит, как она это чувствует, либо вы можете, не знаю, просто развивать то, что у вас есть уже сейчас. Потому что, судя по этой карте, по этим артефактам, которые у нас здесь изображены, у вас полноценные отношения, в этих отношениях есть все. И даже немножко больше. Каковы перспективы в вашей паре? Каковы перспективы? Не будет никаких перемен. Все в вашей паре будет двигаться по заранее определенному сценарию. У нас колесница. Во-первых, для кого-то это перспектива поездок. Я не знаю, каких-то поездок, каких-то дел, которые должны, наверное, зарекомендовать вас, вашу пару, или, может быть, вашего партнера, как человека, который все-таки добивается своего. Вот я хочу, и вот как я хочу, так и будет. Здесь колесница – это история про святую веру в то, что все будет хорошо, и у меня все получится. Поэтому в перспективе я здесь не вижу никаких сложностей.
Я вижу для кого-то встречи, поездки, и вижу то, что ваши отношения будут развиваться ровно так, вот какими они есть сейчас. То есть, если вы только познакомились, значит, действительно, перспектива ваших отношений с учетом императрицы, четверки жезлов и колесницы, это может быть брак. Если у вас уже какая-то устойчивая пара, то все там будет хорошо. Ну и тогда последняя карта. Вопрос к ней был: расставание или соединение. И у нас тут жезлов, да, ну точно ни о каком расставании не идет речи. Это огромный потенциал, колоссальный. Это новое начало, это возможность из ваших отношений превратить их, сделать из них что-то такое, что вы будете потом вспоминать на склоне уже своих лет. Здесь огромный потенциал для созидания, для очень хорошей пары, для любви. Поэтому, ребята, во втором варианте, я не знаю, зачем вы смотрите этот расклад, честно говоря, потому что, мне кажется, у вас все зашибись. Прекрасно. Наслаждайтесь этим. Конечно же, приходите к нам учиться. И возвращайтесь к нам снова, подписывайтесь на канал и ставьте нам свои лайки. А с вами была Вероника Никитенко из Центра Алхимия. Пока-пока и до новых встреч.